Для большинства хоккейных болельщиков Ярослав Аскаров наверняка остался тем самым вратарем с маниакальным желанием вечно выкидывать свою клюшку. Это его такая особенность или же нелепое стечение обстоятельств, выясним чуть позже, но в свое время она стала причиной для множества насмешек. Сколько же разговоров было вокруг его имени года 3-4 назад. Золото UCM, серебро МЧМ, 11 номер драфта. Кстати, выше из российских вратарей не выбирали никого. А после 2022 года для львиной доли болельщиков Аскаров пропал из инфополя, так как уехал в АХЛ за мечтой. На самом же деле Ярослав давно уже закрепился в статусе довольно надежного вратаря, правда пока в той самой АХЛ, где проявляет себя действительно классно, но обо всем по порядку. Предлагаю вспомнить, с чего началась карьера Аскарова, чем он заслужил такой фокус со стороны болельщиков и экспертов, как уехал в Америку и пробивался в старт акул. Вы на канале Где моя клюшка, чувак? Если еще не подписаны на него, то обязательно сделайте это. Для меня это очень важно, но и другие наши соцсети, Яндекс.Дзен, ВК, Телеграм, все в описании. А мы вернемся к Ярославу Аскарову. Будущий проспект Нэшвилла родился в Омске, но в 11 лет переехал в город на Неве. Как заявлял Аскаров, это решение о переезде он принял самостоятельно, так как команда в Омске была и так достаточно средняя, а большинство лидеров авангарда также ездили на просмотры в другие клубы. Ярослав с ранних лет назывался одним из главных вратарских талантов своего поколения. Его игра в юношеских лигах сразу же привлекла внимание скаутов и тренеров. Ярослав еще в 16 лет провел 35 матчей в МХЛ, и причем достаточно удачно, порядка 92% отраженных бросков и 2,5 пропущенных шайбы в среднем за матч. В следующем сезоне 19-20 состоялся дебют и в КХЛ за питерский СКА. В этом, да и в последующих двух сезонах Ярослав показал, что все регалии, слова, сказанные в его адрес многими скаутами, все это правда. Аскаров лучший вратарь своего поколения. Всего в КХЛ он провел 16 матчей, пропуская по 1,5 шайбы за матч и отражая в среднем 93,7% бросков. Ну шикарная цифра, согласитесь? Ярослав успел поиграть и за сборную России различных возрастов, где о нем по-настоящему заговорили и российские болельщики, и те самые эксперты. Но об этом чуть позже. Аскарову покорилось юниорское золото, юниорское серебро, награда лучшему вратарю турнира, ну и серебро уже молодежного ЧМ. Естественно, на драфте НХЛ 2020 года Аскаров был предметом для внимания абсолютно всех команд. Как рассказывал сам Ярослав, всего 2-3 клуба не связывались со мной, со всеми остальными так или иначе мы общались. А вот меня отчет скаута об Аскарове перед драфтом 2020 года. Широкая стойка, плавность движений, невероятная скорость реакции, гибкость и маневренность при движении в пределах вратарской зоны. А болельщики сравнивали его с великим Пекка Ринне. И вот вратарь СКА был выбран первым из россиян, Нэшвилл забрал его под 11 номером. Ярослав установил рекорд среди российских голкиперов, еще никогда их не выбирали так высоко на драфте. При игре в России за СКА и за сборную Ярослав очень выделялся своим активным стилем игры. Он часто играл клюшкой, обычно, конечно, удачно, но были моменты, как на МЧМ, когда за турнир Аскаров потерял клюшку 15 раз. Да, и такую статистику мои коллеги ведут. Тогда он отшучивался, что с клюшкой полевого игрока лучше, она легче, а моя не нравилась, и я ее выбрасывал. А на критику экспертов проспект Нэшвилла реагировал так: я никаких экспертов не читаю и не смотрю, это ваше мнение со стороны, с ним никак спорить не буду. Пожалуй, это было самое правильное решение. В итоге Ярослав спокойно доиграл свой контракт со СКА, отдавая всего себя, и со спокойной душой уехал покорять Америку, где присоединился к Милуоки Айс в АХЛ. Там он быстро закрепился в основе и стал одним из лучших вратарей лиги. За 2 сезона в Милуоки пропускал в среднем 2,5 шайбы за матч и отражал 91% бросков. И даже получил вызов на матч всех звезд АХЛ. Да, статистика действительно классная, но цель Ярослава закрепиться в НХЛ пока выглядела недостижимой. У Нэшвилла сильная пара вратарей, а шанс сыграть в НХЛ предоставился всего трижды. Это за 2 полных сезона. Аскаров сыграл тогда достаточно удачно, но Нэшвиллу он был просто не нужен. Надо было что-то менять, скорее всего, клуб. А окончательно убедился в этом Ярослав, когда хищники подписали новое соглашение с Сарасом, рассчитанное до 2030 года. Вследствие чего Аскаров сам инициировал свой обмен. И вот сезон 2024 Аскаров начал в составе Барракуд.
фарм-клуб Сан-Хосе из АХЛ. Ну и что, в итоге акулы идут на третьем месте в своем дивизионе, а Аскаров лучший по отраженным броскам во всей лиге. 93,8% в среднем за матч. Коэффициент надежности же составляет ровно 2 шайбы на 60 минут. Такая прекрасная игра лучшего вратаря 2002 года рождения не могла остаться незамеченной в НХЛ. Не без помощи, конечно, конкурентов за место первого номера акул, но все же. Травма Ваничика, обмен Блэквуда, ужасная игра Георгиева – все это сыграло на руку для Аскарова. В итоге уже, конечно, постфактум переход в Сан-Хосе видится отличным решением. Кто знает, может Аскаров еще долгие годы сидел бы в АХЛ, если бы не стечение обстоятельств. Как мы видим, все сложилось удачно для нашего молодого, несомненно талантливого вратаря. Я считаю, что уже в следующем сезоне, когда закончатся контракты Георгиева и Ваничика, Аскаров станет твердым первым номером очень перспективной команды. Только посмотрите на этих молодых звезд. Селебрини, Смит, Эклунд, Коваленко, Аскаров, плюс уже задрафтованные Чернышов, Римашевский, Сэм Диккенсон, Брэндон Свобода. А в этом году на драфте, вероятно, заберут Коула Хадсона, лучшего бомбардира, прошедшего МЧМ. Он, кстати, защитник. Ну шикарный же молодой составчик собирается, который лет через 5 будет претендовать на самые высокие места. Кстати, если хотите видео про перестройку Сан-Хосе, где я расскажу все максимально подробно про строительство этой команды, о ее перспективах, то пишите в комментариях, обязательно сделаем. А на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Сан-Хосе и Аскарову удачи. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, другие наши соцсети в описании. И до встречи через неделю.